одни и те же ошибки. Из года в год, изо дня в день совершают люди, которые пытаются похудеть. Приходят на прием и прям говорят: я делаю то и другое, пятое, десятое, я и правильно питаюсь, я и спортом занимаюсь, и я не худею. Что со мной не так? Почему так не происходит? Меня зовут Юлия Щербатова. Я кандидат медицинских наук, главный врач клиники. И я расскажу вам в этом ролике про 5 критических ошибок в похудании. А 5-я ошибка вас очень удивит. Ошибка номер 1, которая гарантированно приведет к замедлению вашего обмена веществ. Это ограничительная диета. Ограничительная именно в плане создания дефицита белка и сложных углеводов. Об этом убиваются на самом деле 90% худеющих. Казалось бы, так просто ограничить мясо и крупы. Есть даже такие деятели, привет вам, некоторые нутрициологи, когда вы говорите человеку, что нужно убрать мясо, да, человек действительно ограничивает мясо, он действительно худеет на какое-то время, замедляет себе обмен веществ, и мы получаем катастрофу. В организме существует такой процесс, который называется глюконеогенез. Запомните это слово, оно вам еще пригодится. Когда вы убираете сложные углеводы и ограничиваете количество белка, организм при этом обмануть невозможно. Он точно наделает себе достаточное количество глюкозы, даже если вы ни грамма ее не употребили снаружи, не съели ничего сладкого, не съели ни гречку, ни какую-то там другую крупу, никакую кашу. Ваш организм умеет обеспечить себя глюкозой. Откуда? Из тех не сладких вещей, не углеводистых, которые он найдет в вашем же организме. И вы удивитесь, но это будет не жир. Это самая большая ошибка худеющих людей. Еще раз говорю, худеющих, а не тех, которые находятся в нормальном весе. Вы не сможете похудеть на такой диете правильно. Почему? Потому что организм пойдет и разберет на эту деятельность ваши мышцы, ваши внутренние органы, вашу соединительную ткань и сделает себе достаточно глюкозы для того, чтобы продолжать жизнь в вашем организме. А как правильно? Ни в коем случае не ограничивать свою норму белка. Вы, во-первых, должны ее знать, а во-вторых, доедать свое количество белка, чтобы ваш организм не разобрал ваши мышцы на запчасти. И второй момент. Сложные углеводы всегда помогают удержать уровень сахара в норме и не наделать глюкозы сверх меры, даже если вы ее не ели. Приведу маленький пример. Есть несчастная картошка, которую все зарубают, там всякие тренеры, всякие фитнес-коучи говорят: нет, картошка зло. А что надо есть? Гречку. Так вот, если вы вдруг посмотрите современные таблицы по соответствию крахмала, по подъему сахара после употребления, вы удивитесь, что картошка гораздо меньше дает нам притока глюкозы в кровь. Вторая ошибка худеющего. Худеть очень быстро. Что такое быстро? Это больше 10% от массы вашего тела в месяц. Даже если вам страшно хочется, никогда этого не делайте. Контролируйте свою потерю веса. Сосредоточьтесь не на скорости вашего похудания, а на удержании результата, потому что это самое сложное. Как нужно контролировать потерю своего веса? Не только вставая ножками на весы, естественно, без одежды или делая скидку на вес одежды, но и методом биоимпедансометрии, потому что точнее у нас ничего нет. Умные весы тут отчасти помогают. На самом деле юридически значимое, медицински значимое измерение называется биоимпедансометрия, проводится при помощи только одного аппарата. Этот аппарат называется Медас, и он очень похож на снятие ЭКГ. Такие датчики крепятся на запястье, на лодыжку, и при помощи электрического тока сверхслабой силы, на основании того, как ваши ткани сопротивляются этому электрическому току, то есть вода одним способом, кости другим способом, мышцы третьим способом, жир четвертым способом, составляется такая очень красивая диаграмма, которая показывает нам, насколько ваше тело композиционно правильно устроено. Если вы худеете слишком быстро, помните, что жир ужасно инертный материал. Жиром мы худеем в последнюю очередь. Первое, что с нас уходит, это вода. Второе, это наши мышцы. Вот все то, что мы таким трудом зарабатывали в спортзале, утекает просто со скоростью света, а жир остается. И метод биоимпедансометрии позволяет нам оценить, что происходит при потере веса. Чем еще чревата быстрая потеря веса? Отсутствием энергии. Если у вас нет замечательных маленьких заводов по производству энергии, это митохондрии, а живут они в мышечных клетках, а мышцы мы теряем, происходит потеря энергии, происходит распад мышечной ткани, это катастрофа.
И третья проблема, о которой почему-то не говорят, но она намного серьезнее, чем мы думаем, это образование камней в желчном пузыре. Когда вы идете к бариатрическому хирургу, который говорит: не проблем, сейчас мы ушьем ваш желудок, отрежем кусок, и вы перестанете много есть и быстро похудеете. Или идете к нутрициологу, который говорит: да не проблема, сейчас мы быстро похудеем. Задайте вопрос этим специалистам, что они думают по поводу образования камней в желчном пузыре. А вот что они должны вам сказать, что при изменении биохимического состава желчи, и это огромная проблема у резко худеющих, начинает образовываться целая куча камней в желчном пузыре. И заканчивается это часто операцией по удалению желчного пузыря. А худеем правильно мы так: не больше 10% от массы вашего тела в месяц или не больше 6 килограммов за полгода. Не благодарите. Пользуйтесь на здоровье. Третья ошибка – это не обращать внимания на те заболевания, которые препятствуют вашему похуданию и являются еще и причиной набора. В первую очередь анемия и железодефицит – это нарушение метаболизма и это снижение уровня половых гормонов. Для того, чтобы жир сгорел, ему нужен кислород. Как бы неудивительно это звучало, но здесь вот такая закономерность. Если у вас нет железа, значит, у вашего организма нет возможности проводить нормальное жиросжигание. Поэтому, что бы вы ни делали, с анемией, скорее всего, с лишним весом вы просто не справитесь. Если вы женщина, обратите внимание на уровень лептина в вашем организме. Это простой анализ, его легко сдать. Чем выше уровень лептина, тем медленнее и проблемнее вы будете худеть. Если вы мужчина, обратите внимание на уровень вашего тестостерона, потому что чем ниже уровень тестостерона, тем больше вы будете набирать вес и тем медленнее вы будете сжигать свой жир. И еще одна причина – это изменение вашей инсулинорезистентности. Сдайте гликированный гемоглобин. Сделайте глюкозотолерантный тест. Простые анализы помогут понять, почему вы не худеете, почему вы только набираете вес, несмотря на все усилия. Четвертая ошибка – пренебрегать физической активностью, когда вы худеете. Это такая банальная ошибка. Это такая, казалось бы, простая вещь, но очень многие ею пренебрегают и утверждают, что они правильно питаются, сдали анализы, все хорошо, почему-то не худеют. Когда мы начинаем разбирать с такими товарищами, как они двигаются, я прямо прошу показать мне шагомер, самый простой, который у всех в телефоне есть. Некоторые показывают даже 800 шагов в день. При норме в 10 тысяч шагов. Начните двигаться. Начните двигаться тем способом, что приносит вам удовольствие. Возможно, вы любите танцевать, или вам нравится бокс, или вам нравится просто ходить. Это совершенно не важно. Главное, начните двигаться, и тогда вы начнете худеть. И помните, если вы не двигаетесь и при этом худеете, то ваши мышцы горят, как книжки в библиотеке. Пятая ошибка, очень грубая ошибка, это недостаток сна. В детстве мама говорила нам, что во сне мы растем, и была абсолютно права. С 23 часов, примерно до половины первого, вырабатывается весь ваш соматотропин. Это гормон, который в буквальном смысле жжет ваш жир. И не просто помогает его сжигать, но еще и помогает организму этот жир переводить в активную мышечную массу. А теперь представьте, чего вы лишаете свой организм, когда не спите. Как правильно жечь жир во сне? Вы должны лечь в 23 часа. Вы должны спать в это время, спать в полной темноте. И ваш ужин должен состояться не позднее, чем за 4 часа до этого сна. Поэтому смотрите на часы и ужинайте правильно. Почему же днем организм не делает такой фокус? Потому что спать нужно лечь с минимальным уровнем глюкозы в крови. Только при этом условии ваш организм, когда вы будете спать, будет переводить жир в энергию, и вы будете просыпаться энергичным. А если вы ляжете спать с полным желудком и уровень глюкозы будет высоким в крови, тогда ваш организм вынужден будет всю эту глюкозу перевести в жир. И у меня для вас сюрприз. Днем мы не худеем. Вы думаете, что если вы поменьше поели и побольше позанимались спортом, вы похудели? Нет, так не происходит. Почему? Потому что организм тратит глюкозу в первую очередь из вашей крови. Вы же не голодали днем, вы что-то ели в любом случае. И организм никогда не производит жиросжигание, если уровень вашей глюкозы в крови высок. И у меня для вас еще один сюрприз. Если вы думаете, что вы днем интенсивно позанимались спортом, были в качалке или сходили на бокс или что-то еще, и от этого выросли у вас мышцы, вы страшно ошибаетесь, потому что мышцы ваши будут расти только во сне, а не во время тренировки. Так вот, главный рецепт, чтобы быть мышечным и стройным – вовремя ложиться спать.
а не то, что вы подумали.